сегодняшний день у меня план постритовать. Хочу попробовать заработать денег на улице. Мои друзья рассказывали, что у них получалось, поэтому мне тоже хочется попробовать. Вот интересно. Чуть попозже расскажу подробнее вообще, что это и как это. А сейчас подошли к мужичку на улице и спросили, как доехать до того места, где, где нам нужно встретиться с человеком. И он нам предложил поехать на такси, поэтому мы сейчас едем на такси. И здесь интересно, что такая вот металлическая решетка между нами и водителем. Хотя на самом деле наш человек, вот, который нам помог, он сидит спереди рядом с водителем, поэтому кого и как защищает эта решетка, вообще непонятно. Еще интересный момент заметил, но пока не успел заснять. Это как мотороллеры и вообще моторизированный транспорт и велосипеды. Ну, велосипеды это понятно. Моторизированный транспорт, они едут, проезжают точнее светофор на любой свет. То есть на красный, на зеленый, на желтый, вообще не важно. Им нужно прямо, они едут прямо. Направо даже иногда машины поворачивают на красный. Я знаю, что в Америке так можно делать, но про Китай я до этого не слышал. Тоже довольно интересный факт такой. Ну, вот разложили вот так вот карточки и валюту из тех стран, в которых мы были: Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Киргизстан. И вот собрали вот столько народу, сейчас просто все стоят и смотрят. Правда, чаще всего происходит так, что только кто-то один уходит, и вместе с ним уходит 10 человек. А потом также кто-то один подошел, и сразу 10 человек пришли. Чем торгуете? Расскажите, чем вы торгуете здесь? Деньгами торгую здесь. Все, мы простритовали пару часов. Сейчас у нас тут появилась пару друзей наших. Вот, и сейчас хотим вот посчитать, сколько у нас получилось за целый... Ну, не за целый день, точнее, за часа, наверное, полтора-два. Я вот чуть позже смогу сказать, сколько. Сейчас поясню пару моментов. Это наш первый опыт стритования, и мы выбрали место возле торгового центра, потому что здесь больше всего людей проходят. А в руках мы держим телефоны с переводом на китайский, что мы туристы, собираем пожертвования и раздаем фотографии нашего путешествия. Нет никакой фиксированной цены, с каждым мы торгуемся. А девочки помогли нам правильно перевести нашу фразу на китайский. На улице к нам подошел человек, пока мы торговали, и предложил свою помощь. Во-первых, он занимается сим-картами, он нам предоставил номер мобильного телефона и также пригласил нас на ужин поздно вечером. Он сказал, он сейчас нас накормит, пойдет домой к своему маленькому ребенку, и мы еще немножко попробуем поработать, а потом он сказал, что присоединится к нам, чтобы пообщаться. Так что мир не без добрых людей. Нам принесли рис, салат с арахисом, это картошка, как ни странно. Я думаю, что это бамбук, но это картошка. Это курица, если честно, не помню название, но это курица тушеная, жареная тушеная с овощами, сельдерей, салат из сельдерея. И капуста. Вот это прям очень вкусная штука. Это в масле она с какими-то приправами, но это нереально вкусная штука. И вот и все вместе. В Китае такие же туалеты, как и в Казахстане. И самое интересное, это что надо делать, чтобы пробить унитаз. Оставим это без комментариев. После вкусного обеда с Оскаром мы хотели продолжить стритовать, но нам написал Мигель и сказал, что ждет нас у себя дома. Поэтому мы выезжаем к нему. Сейчас нахожусь в терминале быстрого поезда. Он доберется до центра Сианя, от окраины Сианя. Ну как, я не знаю, это окраина или нет, но окраина находится в 30 километрах. И это расстояние поезд преодолеет за 9 минут. Он стоит, конечно, чуть-чуть подороже, но не знаю, мне кажется, это терпимо. Он стоит где-то евро 15, евро 20, и мне кажется, это нормальная цена за просто возможность проехать вот на скоростном поезде. И что насчет заработка? Мы заработали сегодня за где-то 2 часа 135 юаней, или примерно $20. 15 минут осталось до приезда поезда, но почему-то все люди побежали на перрон уже заранее. Я не знаю почему. Мы подключили интернет, попросили подключить интернет у одного парня.
И он говорит, что извините, я не могу больше раздавать в интернет, потому что я бегу сюда срочно. Мы находимся уже внутри поезда. Мы начали движение, но оно очень плавное движение. И на самом деле мы сидели точнее в поезде 10 минут, и нам ехать 9 минут. Это так забавно, что мы потратили на дорогу до поезда намного больше, чем даже ждали. В кресле находится вот такой журнальчик. Здесь мемчики на китайском. Я не знаю, что здесь, если честно, потому что все на китайском языке. Мы, наверное, проехали половину расстояния, и сейчас скорость почти 250 км в час, но внутри поезд ощущается практически так же, как обычный поезд. Тряски даже меньше, шума снаружи не слышно. Единственная разница — это на пол-юаня дешевле, чем ехать на метро, так что мы предпочли метро. Единственная разница с метро, что метро стоит на пол-юаня дешевле, поэтому мы предпочли ехать на быстром поезде. Только записал видео, как мы начали тормозить. Торможение довольно плавное и вообще не чувствуется, что тормозим. «10 минут удовольствия, и мы в центре Сианя». Оказывается, мы все это время жили не в Сиане, а какой-то маленький городок, который уже сросся с Сианем давным-давно, но находится в 35 километрах от Сианя, точнее от центра Сианя. Это аппарат по покупке билетов. Здесь, в общем, нужно... Сейчас покажу. Выбираем английский язык. Нужно выбрать количество, сколько билетов, ветку и цена здесь получается. Можно купить по цене. И можно выбрать конкретное место, докуда покупать. Вот так вот выглядит карточка проезда. Очередная проверка. Сейчас нам нужно приложить сюда, пройти, и дальше мы спускаемся уже в само метро. Мы спустились в само метро, вот охранники и ворота, которые ограждают поезд от перрона. Метро, по-моему, во всем мире одинаково. Единственное, отличается, что здесь все светлое, чистое, и довольно новенькое, красивое такое. Еще здесь нет разделения между вагонами, то есть это один бесконечный вагон. А на выходе нужно засунуть карточку сюда, и открываются ворота, и мы выходим наружу. Это детский автобус, и в Китае ничего не может быть одного, их просто целый ряд. И туда, и в ту сторону. Ну вот, закончились автобусы, как еще автобусы, серьезно. Еще просто целый квартал автобусов. Мы идем к нашему новому хосту по имени Мигель, но по пути мы наткнулись на группу людей, проходящих подготовку к китайскому Новому году, до которого осталось буквально несколько недель. Посмотрите только на их слаженные движения. Мне кажется, они делают это не первый год. Уже очень хотелось разузнать поподробней, но, к сожалению, я не смог ни с кем поговорить, потому что никто не говорил по-английски. Мне лишь только улыбались в ответ. Мне приглянулась одна кафешка, где я очень хочу попробовать один трюк, который давно мне уже рассказал один из моих друзей. Смысл заключается в том, что в конце рабочего дня можно попробовать прийти в кафе и попросить у них какие-нибудь остатки еды. Вот мы зашли в эту кафешку и... Can you write? Yeah. Okay. Мало того, что нас угостили, так и нам еще и дали с собой.
Thank you. Thank you. А выйдя из кафешки, мы натыкаемся на немолодых людей, которые играют в сокс. Вы можете себе это представить? Я их снимал на телефон довольно долго, но, к сожалению, мне так и не предложили присоединиться поиграть. К сожалению, бульон довольно быстро отпустил, поэтому пришлось отправиться в другое кафе, перекусить уже перед сном. И когда мы пытались заказать что-то, нам предлагали разные варианты, но мы пользовались переводчиком, но ничего не смогли толком перевести. Тогда тетя просто показала жест: «Ладно, сейчас что-нибудь вам сделаю». И в итоге мы просто молча наблюдали за тем, как нам готовят нашу еду. И если честно, я даже не представляю, что нам готовили, потому что единственное, что я мог ей показать в переводчике, это лапша. Не говоря уже про вот эти ингредиенты, то есть она их накладывает просто на свой вкус. Ну, видимо, то, что испортится до завтра, надо положить побольше. Ладно, я шучу. На самом деле, я не знаю. Так, это овощи какие-то. Это я не знаю, что такое. Это тоже не знаю. Это не знаю. Это... О, это знаю, это чеснок. А вот это тоже не знаю. Мы думали заказывать одну порцию или две, но решили, давай закажем вначале одну, а потом, если что, закажем еще одну. И нам приносят просто ведро огромное. А то, что вы слышите на заднем фоне, это один из детей поварихи тренирует игру на скрипке. Лапша нереально скользкая, ее не ухватить. Не удивляйтесь, что я такой молчун. К этому моменту у меня голос практически полностью пропал. Я просто не мог ничего сказать. Я вспомнил свои школьные годы и игру на скрипке. И решил показать, как нужно делать. Я показывал одну квартиру в Сиане, вот это вторая квартира в Сиане. Заходим в квартиру, сразу входим, так скажем, в холл, объединенный с комнатой. Вот здесь одна комната, это входная дверь. Что, кстати, интересно, то в Китае входные двери, с этой стороны ручка работает и дверь открывается, а с другой стороны можно открыть только ключом. То есть вот, ручка, она... никак не загибается, не поворачивается, точнее. Получается, что здесь двери почти никогда не закрывают, потому что снаружи ее открывают ключом, изнутри открывают именно ручкой. Ну вот, входим в квартиру. В Сиане нет отопления, точнее отопление есть, радиатор огроменный, но он холодный, то есть он просто выключен. И он, мне кажется, пустой сейчас. Зато есть такой обогреватель, который дует теплый воздух. Эта комната, ну, не сильно большая, но в целом квартира считается довольно большой, потому что она 4-комнатная, и для Сианя, особенно для центра Сианя, это прям нереально круто. Мне очень нравится решение с такой дверью на кухню. Дверь купе. Так открывается. И длинная вытянутая кухня. С огромным балконом. И каждое утро проходят какие-то мероприятия. Но обычно это более пожилые люди. Они занимаются спортом, танцами, гимнастикой. Это очень здорово. Есть, конечно, определенные минусы, потому что окна довольно тонкие. Каждый раз, когда машина заезжает, это сианский госпиталь. И каждый раз, когда кто-то заезжает на территорию госпиталя, они почему-то сигналят именно вот охраннику. Но окна здесь довольно тонкие, поэтому все люди в доме слышат, как кто-то сигналит. Потому что окна, если видно, однокамерные, пластиковые окна, очень тонкие, и они никогда не закрываются до конца, они просто вот задвигаются, и все, и все окна причем такие. Продолжим
Обзор квартирки. Здесь комната номер 1. Здесь комната номер 2. Она тоже никак пока что не используется особо. Она объединена с балконом. Здесь тоже довольно большой балкон. Точнее, он даже больше, чем на кухне. Но так как квартира большая, эта комната не используется. Обычно такую квартиру использует семья с 2 детьми. И ванная комната. Тоже похож унитаз на тот, который был до этого. Раковина. И душевая. И причем душевая, она не душевая кабинка, просто вот так вот. Пол с дыркой. И в каждой комнате есть кондиционер. Отдельный кондиционер на комнату. Вот он. Его можно включить с пультика и настроить температуру до 32 градусов. Но, если честно, есть подозрение, что этот кондиционер, когда долгое время не работает, в нем заводятся бактерии, вирусы, не знаю, что еще, всякие бяки. Да не знаю, мне кажется, плохой воздух идет из него, и можно заболеть, вот как у меня произошло. Почему-то есть подозрение именно на кондиционер. Примани его, Лиша. Встань сюда вот, где телек, вот сюда его. Сейчас смотри. Хотела, чтобы он